Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам за то, что вы со мной, за поддержку канала, за комментарии, лайки, подписки. Благодарю вас. Кто еще не подписался, пожалуйста, подпишитесь и лайк поставьте. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада. Что приходит в вашу жизнь, что уходит из нее. Для начала я делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, то есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Итак, какая вы? Улыбаемся. Думаем о себе. Лучшая из лучших, роскошнейшая из женщин. Какая вы? Ух ты, эта карта очень часто выходит. Вы, наверное, ее уже... Тут, хотел сказать, вы уже ее, наверное, запомнили. Называется муза, яркая, вдохновляющая энергетика. Такая сногсшибательная, талантливая девочка. Девочка, которая умеет привлекать к себе внимание, фокусировать на себе, удерживать это внимание. Умеете как-то компоновать, если можно так сказать, элементы там одежды, гардероба, подчеркивать свои достоинства, у кого там, уж не знаю, ноги длинные, там разрезы всякие, у кого другая красота еще какая-то там, то ли декольте, у кого волосы красивые, акцент на этом. Ну, в любом случае, женщина. С большой буквы женщина. Не обязательно тут идеальные черты лица, повторюсь, тут главное харизма, энергетика. И плюс такая вот, как вам сказать, яркая птица, да, яркая птица. Почему-то у меня вампир дальше вышел. Сейчас я буду докладывать, о чем это. Обычно, когда выпадает если такое сочетание, но я буду докладывать, еще повторяюсь, желающих у таких вампиров вашей энергетикой поживиться очень много. Слишком яркая, слишком какая-то, знаете, такая, повторюсь, как не хочу никого обижать, но как какая-то жар-птица в каком-то среднестатистическом курятнике. Какая вы? Какая вы? А вы мне говорите, а мне не все так легко давалось в этой жизни. Тут какая-то у вас череда была неприятностей, прям череда препятствий. По черной кошке это, ну, как говорят, темная полоса. И вы из этого расстраивались, соответственно. У кого-то тут проблемы со здоровьем могли присутствовать по этой карте. У кого-то финансовая, прям череда. Вот должно быть все, по идее, сложиться, вы там прикладываете усилия, а не складывается. Крокодил не ловится, не растет кокос. И вы, отчасти у кого-то это связано с каким-то мужчиной, может быть, еще. То есть, ну, неприятности эти связаны. Вот, не складываются отношения. Почему я говорю так? Потому что тут карта принц. Кто-то очень давно хотел с этим мужчиной перейти на новый уровень. То есть, то ли взаимоотношения какие-то перевести на какой-то формат другой, дать этим взаимоотношениям. Если встречались, хотели там, может быть, какой-то совместно съехаться, да, кто-то хотел замуж, кто-то деток хотел. Но как-то мне такое ощущение, как будто бы с партнером все очень не сладко, не гладко. Запрос у вас есть на улучшение, на, опять-таки, на какой-то прорыв. Эта карта сродни в классике старшему аркану страшный суд. Как будто бы вы уже созрели, дозрели. Ну почему не происходит? Ну почему не случается? Как-то какой-то как будто бы урок до конца вы не проходите с этим мужчиной. Вот как будто бы вас к этому ведут, подводят. Нужно что-то осознать для того, чтобы этот то ли прорыв случился, или у многих просто, знаете, ваше видение проблемы, ну если можно так сказать, там взаимоотношений. Вы видели, допустим, этого партнера, вы его присматривали как мужчину там вы планировали, допустим, для серьезных каких-то отношений. Ну и в принципе это как-то тогда вот у вас было видение ваших взаимоотношений одно. А может быть, высшие силы вам дали этого человека совсем с иной целью, да, может быть, для того, чтобы у вас где-то выросла здоровая ваша самооценка, вот даже через вот такие болезненные какие-то уроки. Может быть, для того, чтобы вы посмотрели на себя, на взаимоотношения между мужчиной и женщиной, не жертвили, не соглашались на малое, да, какое-то, не соглашались на то, что вам предлагают, а выбирали истинно то, что ваше.
То, что, может быть, ну, как будто бы вот на этом мужчине вас где-то, как, извините, как учат, обучают для того, чтобы в вашу жизнь пришел совсем другой тип мужчин, если так можно сказать. Сейчас я спрошу, извините, вампир, о чем это, потому что тут как-то это так все странно. Вампир. Так, в этом раскладе это вас видят вампиром. Это вокруг вас эти вампиры. Так, вы вокруг вас. Ох, а вокруг вас по луне вампиров тут очень много. Причем очень много людей, которые внешне могут вам показывать свое вроде бы и хорошее к вам отношение. Да, вот такие вот по луне, это, знаете, туман, неопределенность. Это когда ты думаешь, вроде бы как и друг этот человек для тебя. А потом какие-то его поступки заставляют задуматься, и вы логически так разложите все по полочкам и понимаете, да нифига он не друг. Настоящий друг бы в жизни такое не сказал бы и так бы не поступил. То есть, вот как вариант, вокруг вас, вот, не зря же вот такая яркая, я же повторюсь, это энергетика сладкая, наполняйте этой энергией. По этой карте девочки всегда готовы прийти на помощь, где-то вот проявиться, даже доброе слово сказать. Вот не зря, вот как будто бы вот эти вот какие-то люди по луне, вампиры, ну, может быть, воспринимают даже вас как какой-то, значит, знаете, энергетический пункт скорой помощи. Обратиться, поддержать. Вот отчасти, вот если так подряд читать, то, девочки, из-за того, что в вашем окружении вот эти вот были товарищи, которые вам совсем не товарищи, может, потому что вы не фильтровали это свое окружение, может быть, опять-таки, неудобно вам было кого-то послать в эротические дали, кому-то элементарно отпор дать, кому-то вот эти вот показать свои рамочки, границы. Может быть, вас вот этому и обучают где-то, к сожалению, на таком... Тут у многих элементарно вашу энергетику, ваше время забирали, потребляли. Потребители, да? Вот отчасти тут и темная полоса какая-то, потому что, может быть, у вас на себя, на свои нужды, на свои какие-то планы, проекты, на выстраивание даже своей какой-то жизни меньше оставалось этой энергии, меньше времени оставалось. Потому что тому помоги, к тому вникни в проблемы того. Тут что-то такое тоже может быть. Так, о чем это сейчас? Еще вот эта карта по вампиру. Ну, тут карта на вас, карта дерева, я не буду говорить. Тут дерево — это часто здоровье. Это история, скорее всего, о том, что вы пострадали. Вы могли даже заболеть, даже энергетически могли эти люди вас истощать. У вас как будто руки опускались, и уже вы особо не видели, как будто бы, знаете, может быть, мечтали, а вот конкретных шагов и не делали. Потому что, ну, то ли я говорю, то ли времени не было, то ли уже какая-то неуверенность в себе была. Как-то так. Так, о чем это? Прорыв, вот эта карта, я такие читаю, что вот хотелось бы сделать в своей жизни какой-то прорыв, переход на новый уровень. Это у кого-то финансовый, у кого-то наконец-то, чтобы эти какие-то черные полосы закончились. У кого-то элементарно там, к сожалению, какие-то болезни, да. Это скорее, я же говорю, как энергетический пробой какой-то мне прям даже считывается, потому что вы, может быть, сами не ощущали, но там где-то настроение снижено. Там, понимаете, что хотелось бы всего, вот наконец-то подняться на этом дирижабле сверху, посмотреть на это все и сказать: все, я свои уроки прошла, идите нафиг, учитесь сами дальше без меня. Я куда-то в светлое будущее свое направляюсь. Ну вот не знаю, что-то они мне такое странное показывают. Вот все-таки спрашиваю, наверное, у каждого индивидуально, что это за черная темная полоса была. У кого-то элементарно говорят, потому что вы как бездействовали, сидели на месте, вроде мечтать, может, мечтали, что там ему что-то и планировал, и догадывался, как можно. Но многие как будто бы даже сами себе не разрешали действовать. Или останавливали, я же говорю, как неуверенность в себе, боязнь выйти из этой зоны комфорта, какие-то страхи, да, печальный опыт. Какие-то истории мутные, типа карта замок в прошлом скрытые. Тут как будто бы, девочки, у многих прям нужно с самими собой разобраться. Обстоятельства обстоятельствами, тут как будто бы очень многое хорошее в вашей жизни вы могли как стопорить сами. Карта дерева. У кого-то проблемы со здоровьем, опять-таки, может быть, думаете:
Ой, не хватит у меня здоровья на все эти какие-то свершения, на какие-то переходы на новый уровень. Ну, я же говорю, ну тут у каждого, у кого-то, может, объективные причины, да, ну не правда, может быть. Но у многих, просто задумайтесь, тут как будто бы вот причина даже где-то элементарно, девочки, тут еще у кого-то вот этот комплекс хорошей девочки, не боясь кому-то причинить боль, кого-то послать, опять повторюсь, где-то вовремя как будто бы повернуться к самой себе. Тут как будто бы человек позволял собой пользоваться, вот даже не побоюсь этого слова, а на себя любимую как-то по остаточному принципу. Хотя вот эта карта говорит, что вы знаете, вы пользуетесь, как это красиво скажу, ну, вниманием, хорошо, внимания у вас достаточно со стороны мужчин, привлекательное вы, ну, в принципе, люди на вас обращают внимание. Вряд ли тут женщина, тут не пустышка тоже, тут талантливая. Но почему-то тут даже не то, что там горе от ума, тут как будто бы, ну, правда, то ли вас воспитывали как в боязни, да, там отказа или что там неодобрение какое-то вызвать, боитесь или боялись тут, скорее всего. Потому что тут уже планочка такая повышена, и вот как будто бы вы уже задумались, что неспроста эти темные полосы. Ну, отчасти вы же тоже можете прикладывать усилия для того, чтобы ваша жизнь в лучшую сторону менялась. А тут какое-то бездействие длительное время. То есть при вашем потенциале мне так идет, что как будто бы можно было больше прикладывать усилий для себя любимой. Для кого-то тут вы могли прикладывать. И для близких, и не для очень близких. А для себя любимой что-то не сильно. Может, надеялись на что-то, да? Вас выведут высшие силы. Может, в принципе, ждали чего-то. Так, ладно, смотрим, что приходит в вашу жизнь, что уходит из нее. Давайте для начала я посмотрю, что уходит из вашей жизни. Может быть, события какие-то, энергия, люди, не знаю. Что уходит из вашей жизни? Что приходит в вашу жизнь? Сейчас я что-то мне пришло, сейчас мне девочки понаписывают. Да я пашу на 3 работах. Как же ж я бездействовала? Девочки, вы можете хоть на 4, на 5 работать. Но если вы не работаете в том направлении, которое вас будет развивать, вашу какую-то мечту, цель, вот чего там у вас есть какая-то. Если вы мечтали быть, ну не знаю, извините, как архитектором, а занятость у вас в какой-то сфере, ну, не знаю, девочки, давайте там, ну, пекарь вы, прекрасный пекарь, да, но мечта у вас так и оставалась быть архитектором, то, может быть, поэтому отчасти вот как будто бы, да, где-то подмена понятий, где-то надежда на, может быть, в каких-то мечтах вы как подвисали. Я просто в этом, может быть, в каких-то конкретных шагах. Повторюсь, я не говорю, что вы там не работаете. Вы, может быть, и работаете, но вот эта вот занятость, она делает ближе там, воплощение вашей мечты вот, в реальность, вот, скажем так, да, вот. В общем, вы поняли. Так, что уходит из вашей жизни? Так, напрямых. Что уходит из вашей жизни? Что приходит в вашу жизнь? Что уходит из вашей жизни? Что приходит в вашу жизнь? Что уходит из вашей жизни? Что, кто может быть? Что приходит в вашу жизнь? Что уходит из вашей жизни? Что приходит в вашу жизнь? Итак, что уходит из вашей жизни? Слезки какие-то, разочарование, боль. Может, боль от каких-то неудач, от предательств. Ух ты, как хорошо, что это уходит. Хорошо, что это все уходит, а не приходит в вашу жизнь.
сказать, боль, разочарование от какого-то, может быть, токсических людей, от каких-то проявлений. Так, сейчас, девочки, на прямых, на прямых. Что уходит из вашей жизни? Ой, прекрасно. Так, уходит из вашей жизни. Какое-то ощущение того, что вы, может, как закрывались от людей. В связи с тем, что был полезен этот опыт получен. Вот смотрите, тут эти слезы, кто-то вам же принес. Повторюсь, разочарования, утраты какие-то. Может быть, даже расстарались с людьми поменьше общаться. Со всеми людьми, да, потому что уже задолбалась там очаровываться, да, а потом разочаровываться. Вот тут что-то такое, вот это какую-то как защиту ставили, старались ни с кем не сближаться. Вот это уходит из вашей жизни. Может быть, начинаете чуть-чуть приоткрываться. Но для начала давайте посмотрим, что уходит. Уходит из вашей жизни какое-то планирование, потому что тут карта, мне так хочется это считать. Видите, тут шахматная партия, тут женщина сидит задумчивая, красивая очень, кстати, по-моему, и планирует, как ей пойти, шахматная игра. При этом она мечтает, да, продолжает мечтать, но как будто бы это всего лишь как где-то то, о чем я говорила перед этим, сигнификация. Это как всего лишь на уровне каких-то мечтаний, может быть, робкие попытки что-то узнать, просчитать. Вот, может быть, мечта у вас там, я уже не знаю, открыть магазин цветочный, да? И вы там примерно прикидывали, просчитывали, может быть, что-то узнавали, но конкретных шагов еще не делали. А мечта таки оставалась мечтой. При этом, может быть, эта карта еще говорит о том, что вы могли не совершать никаких там поступков конкретных, из-за чего? Из-за того, что перестраховывались, боялись лишний раз, для того, чтобы не попасть в просак, для того, чтобы не, фиаско не потерпеть, да. Поэтому где-то все равно тут вот как закрываетесь, тут под низом карта отшельник. Состояние еще ваше уходит по отшельнику. Это, конечно, мудрость. Вы этот урок прошли, я вас поздравляю. Но по отшельнику опять это какое-то затворничество. Не обязательно это негативом, но в принципе, когда человек где-то так вот дальше от всех держится, в шумные, да в любые компании старается не подходить, не участвовать ни в чем. Как-то вот такое состояние у вас было тут вот почему-то. И причем рядом карта, вот эта гиперопека, в данном случае я хочу эту карту читать так, что вы могли закрываться от всего мира. Тут желание защитить себя, еще раз повторюсь. И оно слишком было. Знаете, даже кто-то мог с вами, там, допустим, новые какие-то знакомства. Не обязательно мужчина, в принципе, там, да, новые какие-то, может, рабочие даже отношения. Может, в принципе, там, женщина какая-то, сейчас я выговорю, хотела стать вашей подругой, по крайней мере, заинтересована в вас была. Но она настолько считала вот эту вашу защиту, ваше ощущение того, что по отшельнику мне никто не нужен, чуть от меня надо, да? Что даже вы могли оттолкнуть каких-то претендентов, может, потенциальных даже друзей, извините. Не говоря уже тут о мужчинах, тут 100% такая энергетика у вас была, что я даже сомневаюсь, что к вам тут сильно мужчины подходили. Внешне-то, может быть, смотрели там привлекательно, да, но тут по вашей вот какой-то энергетике я вижу, что нифига, от вас какой-то такой прям фон. Не хочу, мне не нужны проблемы. Как точно этот фильм про Калиостро, да. Калиостро, да, был. Граф Калиостро. И там что-то было, какие-то фразы такие. Люди делятся на тех, которым что-то нужно от меня, и подождите, от меня, и те, которым нужно, мне нужно от них что-то. Мне от вас ничего не надо, колитесь, что вам нужно от меня, да. Что-то такое тут, короче, я к чему это все веду. Как будто бы тут людей чуть ли не насквозь уже видели, хотя многих даже многим приписывали какие-то негативные вот какие-то качества, которыми они даже, девочки, не обладали. Но вы как будто бы в зародыше хотели вот прекратить поползновение даже
людей с вами сближаться, для того, чтобы, понятно, не обжигаться, чтобы люди вам боль не причинили. Почему я так говорю? Потому что тут печальный опыт, тут были иглы, вот как иглы в сердце. Это магическая карта. Ну, тут, ну, понятно, что вы, как, можно сказать, попали. Прям в голове эта песня «Наутилус Помпилиус» Бутусов пел «Под колесами любви». У кого-то под колесами любви, потому что сердце пострадало. У кого-то, в принципе, да, какие-то разочарования в людях, как таковых, не обязательно там мужчинах. Так вот, вот это уходит. Вот это уходит, вот это какой-то страх, вот это вот желание на вытянутую ручку себя обезопасить, вот это вот какое-то послевкусие от того, что ну, тут какие-то были вот вмешательства в вашу жизнь, и люди явно вам боль причиняли. Сейчас я уточню. Кстати, тут показано еще какой-то период у вас был очень длительный, время показано. Длительный период, какой-то такой по луне, когда все туманно, непонятно, неясно, не понимаешь, кто друг, кто враг, какие-то проявления такие. Может быть, люди окружали, какие-то мутные девочки. Вот в прямом смысле, какие-то мутные люди вас могли окружать. Вот период уходит, это радует. Сейчас уточню, что значит ящик Пандоры. Это какое-то искушение, кстати. Соблазн. Это то, от чего так трудно отказаться. И не хочется от этого отказываться. Но это 100% может принести этот соблазн какой-то. Он чреват настолько какими-то приключениями на пятую точку. Вот это тоже уходит, кстати. Если у кого-то мне прям оно почему-то так прям считывается. И рядом карта игла, вот это сердце, и ящик Пандоры, девочки, длительное время. Я это могу только одно, и луна еще. У кого, если какие-то были зависимости, это сюда же тоже могут уходить. И зависимости какого рода, созависимые отношения. Там, где в сердце, как в прямом смысле, как вот тупая боль какая-то вот по какому-то человеку. Чаще всего это по мужчине может быть, да, если привязанная зависимость, созависимые отношения. Если по ящику Пандоры тут еще какое-то сексуальное влечение такое непонятное, да, ну как, оно-то все понятно, но ты думаешь, да нафиг он мне 100 лет, он мне в обед нужен, да, а потом в один момент тут накрывает что-то, может быть, ну как гештальт не закрытый, назовем это так, да, какие-то вот, может быть, отношения разорванные или поставлены на паузу, да, или и ты думаешь, а что, так все закончится, это что, все? Но тут тоже вот это вот искушение какое-то. При этом четкое есть понимание того, что отношения приносили больше боли, разочарования, чем наполняли, там, вдохновляли. Ну, как-то так. Вот это должно уходить. Слава Богу. И показано, что это так долго длилось. Может, кто-то думал, что, боже мой, это никогда не закончится. Так, у кого-то еще ящик Пандоры, игла. Я что-то хотела еще сказать, не обязательно, что умная. Что-то тут хотела что-то сказать такое, что не обязательно еще и с мужчиной. Могло, в принципе, какое-то такое быть разочарование. У кого-то магическое влияние могло пройти все-таки по этой карте. Мне кажется, все-таки Луна и иглы эти, то есть вмешательство третьих лиц тоже могло проходить. Это тоже уходит. Угу. Ну, пожалуй, все. Давайте, хватит. Ну, тут все такое, все тут такое плохое, и хорошо, что она уходит. Вот эта вот мордашка такая, дети все в слезах какая-то. Это все тоже уходит в ваше состояние. Так, что приходит в вашу жизнь? Боже мой, я надеюсь, все плохие карты уже мы вытащили. Что приходит в вашу жизнь? Ой, как хорошо. Видите, первая карта говорит о том, что это покровительство высших сил. Это вас оберегают прям сверху. Вот так вот мамочка с ребеночками сверху, как покровительство высших сил. То есть, ой, ну не хочу давать ложных обещаний кому-то, но у кого-то, может быть, даже это желанная какая-то беременность, да, назовем это так. В принципе, по этой карте мне почему-то так считывается. У кого-то выздоровление, ну, на психологическом плане, да, эмоциональное, в первую очередь, девочки, идет как возрождение, как сил набираетесь, ну и благодаря высшей силы, как оберегают вас, вот защита идет. Вот это приходит в вашу жизнь. У кого-то, может быть, контакт с детками лучше станет. Так, новости. Сейчас, ух ты, какие карты.
Так. Плыли сейчас. Угу. Дальше ясно, ничего не понятно. Вот тут такое начало крутое. Сейчас буду все подряд читать вам. Так, что приходит в вашу жизнь? Какие-то новости вы получаете. Благодаря этим новостям, я так считаю, вы становитесь сильной, вы ощущаете свою силу, как она в вас пребывает, ваша сила. При этом карта гармония. Знаете, так вот у меня такое между строк, как будто бы вы уже давным-давно к этому готовы, вы к этому стремились. По карте гармония воспринимайте даже где-то не то, что как должное, а спокойно ко всему относитесь, реагируете на все это. Как будто бы какие-то новости вас лишний раз, будут как подтверждением. Я иду правильным путем, я выбираю правильную дорогу, я выбираю свою дорогу, да. Знаете, как это выражение какое-то очень такое, интересное, умное выражение. Это ты должен жить своей жизнью, да, что такое, и играть как-то что свою роль в этой жизни. В общем, свою роль, как будто бы свою нишу найти. Что такое, потому что иные все роли заняты, там что-то такое. Смысл такой, что будь самим собой. Сейчас я вам новый, что-то выведу, какую-то новую трактовку. В общем, вы поняли. Тут такой подтекст, как будто бы новости, которые вы получите, вот это приходит в вашу жизнь, они вам дадут подтверждение того, что вы сделали правильный где-то выбор. И вы, тот путь, который вы выбрали, вы, правильный этот путь. В общем, смысл такой. Так, где-то, если это будет опять касаться, тут может быть какие-то сообщения, кстати, новости, связанные с вашей зависимостью. Опять-таки, то, что там мы видели, оно уходило, вот это долгое-долгое время. И тут будет как какой-то звоночек вам, сообщение по поводу вашей зависимости. У многих прямо эта карта вышла, это созависимые отношения. Смотрите, над пропастью тут первый проходит мужчина, на каких-то тоже ходулях, а следом за ним эта женщина идет над пропастью. Пофиг ей, что-то она там свалится. И карта тучи. И тут связано, это все вот карта сердца, тут украл черный ворон у этой девочки. О чем это все? О том, что уходит из вашей жизни. Уходит. Да, мы видели, это уходит, а приходит. Может быть, как я говорю, как какое-то сообщение, новость. Напоминание о том, что, может быть, где-то вы вспомните, как вы могли, скажем так, как в омут с головой за кем-то. Тут такой подтекст, как будто бы вам придет отчасти напоминание об этом, и вы для себя осознаете по карте тучи, чем хорошим, как бы это мне не предвещало. Как будто бы, если бы я дальше в этом находилась, мое состояние бы психологическое, эмоциональное, физическое ухудшалось бы. Просто тут как подтекст такой, что вам приходит сила и как будто бы четкое осознание того, что ничего хорошего мне там не светило бы и не светит вот где-то вот так вот. И лишнее подтверждение опять-таки приходит в вашу жизнь. Вот это все связано с каким-то мужчиной. Тут карта всадник, и тут карта плод девочки и род. Еще и сцена в конце, тут лис хитрый. Как будто бы вы можете узнать о каком-то мужчине, допустим, по карте всадник, мужчина такой, где-то может по нижним чакрам искать легких каких-то свиданий, приключений, где-то закрывать просто какие-то сексуальные истории, для него это интересно. И тут, смотрите, карта плод. Такая страшная карта на самом деле. Тут как песочные часы, тут песок, и тут прям череп какой-то, и тут малыш сидит. По идее, вот эта карта, она означает это магическое воздействие, что не суждено этому ребеночку родиться, все предрешено уже как будто бы. И тут карта род. То есть какое-то вам идет подтверждение того, что ваши вот эти страдания по кому-то, которые приносили вам боль, разочарование, сердечко ваше, которое украл кто-то. Допустим, если вы мечтали с этим человеком серьезные отношения, создать род, семью, то тут как будто будет такая подсказка, но это приходит в вашу жизнь,
подсказка, осознание того, что ну, невозможно почему-то с этим человеком это выстроить. И самое главное, что вы на это все, на вот эту всю информацию, на какие-то новости, вы будете совершенно спокойно реагировать уже. Уже не будет этого состояния, как оголенный нерв. Уже не будет вот этих каких-то, может, ну, слез в подушку, еще чего-нибудь. Гармония. Вы спокойны, уравновешены. Более того, сила. Как будто бы есть такая, уже появляется уверенность в том, что а мне хорошо и самой, допустим. Может быть, не самой, а может, с другим мужчиной. Но тут как будто идет опора на себя, сила, в себе чувствовать эту силу. Это как в песне этой Арбениной, да, по-моему. «Я умею летать без тебя». Вот это 100% такое идет. При этом еще такой подтекст по карте сцена, может быть, новости могут касаться этого мужчины, его проявлений каких-то, не обязательно в отношении вас. Может быть, сообщения будут по поводу того, что его где-то каких-то поступков в отношении, может, других людей, других женщин, его какой-то, может быть, образ жизни. Почему-то покажут вам, подсветят, может быть, этого мужчину, может быть, даже какой-то вам типаж покажут мужчины, который вам напомнит его. Вы понимаете, какой-то вот типаж такой, какие-то проявления. А проявление тут, смотрите, карта сцена и нарисована, изображена эта лиса, которая меняет эти человеческие лица, маски одевает, вот, меняет. То есть, ну, где-то приспособленчество, где-то лицемерие, где-то человек кажется совсем не тем, кем является на самом деле. Тут какой-то обман, подмена понятий. Вот почему-то вам вот это приходит в вашу жизнь, вот тут вы увидите вам какую-то эту ситуацию, поведение какого-то человека вот из прошлого, мужчины, вам как подсветят. И вы для себя сделаете выводы четкие. Сейчас я выговорю. Придет принятие какой-то ситуации. При всем при этом меня радует то, что, я повторюсь, ощущение силы, оно у вас растет, и гармония. Спокойно, ни один мускул на вашем лице не дрогнет, голос ваш не дрогнет, все хорошо. Вы, может, сами себе можете быть как мантру повторять. А меня это вообще уже никак не касается, меня это не волнует. У меня все не просто хорошо, а прекрасно и замечательно. И даже сами, может быть, удивитесь, ну, что бы там ни творилось в его жизни, как бы там никакие новости кто бы не сообщал, какие бы ассоциации там, новые знакомства у меня не вызывали с этим прошлым. Как хорошо, что меня больше это все не волнует. Ну вот как-то так, девочки. Почему-то мне сегодня такое подсветили. И вообще первая карта говорит о том, что будто бы у вас новый период идет вот сейчас. Вот этот период вот где-то слезки какие-то заканчивается, а тут идет защита высших сил. Все, мои хорошие. Спасибо за то, что вы были со мной. До новых встреч. Подписывайтесь, пожалуйста.